Коробочки-панельки? Ну уж нет. Эти дома рвут все шаблоны. Технологии давно шагнули и развязали руки архитекторам консоли, углы, отверстия, волны, деревья. Про жилые небоскребы мы поговорим чуть позже. А пока подборка жилых домов, которые запоминаются, удивляют, и вы никогда не сможете это развидеть. Слаюсхуюс. Можно по-разному относиться к архитектуре Биг, но он гениален. Главный приз можно давать уже за название, которое в переводе означает «дом-шлюз». Угловатый дом буквально парит над поверхностью озера Айджей в Амстердаме. Лестницы, ведущие на зеленую кровлю, ступенчатые террасы и двойная консоль напоминают что-то из работ Эшера. Невозможное, нависающее над озером пространство гипнотизирует и отсылает куда-то в миры Кристофера Нолана. Абсолютный восторг. Браво, Бьярки Энгельско. Строительство завершили в июле 22 и 442 квартиры готовы к заселению. Фейк Хиллз. Ландшафтный парк повторяет изгибы фасада. В целом, напоминает санаторий у моря. Построить в Китае жилой комплекс и назвать его поддельные холмы это, как минимум, остроумно. А еще это красиво. И масштабно длина жилого корпуса составляет 800 метров, а общая площадь застройки 492 тысячи метра. Квартира. Архитекторы МЭД сформировали на побережье новый скайлайн. Необычную форму здания дополнили соответствующим функционалом в углублениях и отверстиях фасада разместили скалолазные стенки, а сады, теннисные корты и бассейны на плоских частях кровли. Проект не новый, но выразительный. Остров Кейрис. Адаптивный зеленый жилой комплекс неправильной формы, от голландцев МРФ, подстраивается под окружающую застройку в Бордо, Франция. Наклон кровли варьируется от 14 до 45 градусов, в зависимости от положения корпуса к солнцу. Угловатые в плане жилые корпуса тщательно продуманы архитекторами, чтобы максимально использовать естественную вентиляцию и инсоляцию для жилого комплекса. По высоте все тоже неоднозначно от малоэтажной застройки в одном углу участка, чтобы соответствовать соседям, до 9 этажей, выходящих на реку. Волна. Довольно скромный по объемам проект, но выразительный по форме. 5 девятиэтажных корпусов на 100 квартир с общей площадью проекта в 14 тысяч метров. Квартира. Гребни волны изначально задумывались как знаковый объект-манифест для небольшого городка Вейли, в Дании. В этой форме архитекторы отразили окружающую природу волны фьорда, холмы, небо. Американские горки отражаются в воде и точно вписаны в набережную, которая является важной частью проекта. Белое дерево. Коллаборация японских и французских архитекторов по изобретению жилой башни нового подвида. В итоге, 17-этажный дом на 113 квартир действительно выделяется на общем фоне и не похож на собратьев. Основной идеей архитекторов было объединить пространство улицы и квартир, расширить привычные границы для жителей дома. Здание приобрело своеобразную форму, напоминающую дерево. А множество консольных балконов, доходящих в длину до 7 метров, расходятся веером во все стороны, как листья или ветви. Красная стена. Когда вы учились, я преподавал. Рикардо Бофил в 1973 году показал, каким может быть многоквартирный жилой дом. Расположенный на вершине скалы, на испанском побережье в Кальпе, дом напоминает терракотовую крепость со сложными переходами, лестницами и террасами. Мауриц Корнелиусе был бы доволен, и он точно поселился бы здесь, с видом на море. Микродом. На первый взгляд, ничего необычного. Филадельфия, Чайнатаун, наши дни. Жилой дом на 7 квартир, шириной в одно парковочное место. Американское бюро ИСА использовало микроучасток земли с максимально возможной эффективностью. Даже за гранью. Архитекторы задействовали каждый кубический сантиметр, чтобы создать жилое пространство минимальной планировки, антресоли, даже двухуровневые квартиры на верхних этажах и единственная лестница. Хорошо, что не веревочная. Удача, счастье и процветание. Играет индийская музыка. Выступающие квадратные балконы и заглубленные, почти декоративные окна. Жилой комплекс в Райпуре спроектирован так, чтобы выдерживать жаркий климат. По словам архитекторов, органическая планировка зданий напоминает конфигурации старых индийских деревень и городов. А розовый, синий, оранжевый и персикового цвета бетон отражает культурные и национальные особенности. Цвет играет важную роль в проекте, поскольку различные цветовые комбинации используются для обозначения различных типов зданий внутри корпуса, заявили в архитекторы. Разноцветный викинг. Треугольные эркеры на фасаде жилого дома в Сиднее выглядят либо красными, либо желтыми, в зависимости от угла обзора. Эти выступы окрашены так, что при взгляде с запада доминирующий цвет красный, а при взгляде с востока желтый, рассказали архитекторы. В результате, в процессе движения меняется восприятие фасада, подчеркивается динамичная форма и композиция здания. Проспект Плейс.
Это первый в Англии жилой проект Фрэнка Гэри, удостоенного Притцкеровской премии. Вдруг, кто не знает. Два жилых корпуса расположены друг напротив друга, и фасады как будто в движении, характерная пластика Гэри. И, как всегда, уникальная. Большие окна, эркеры зимних садов, террасы и внутренний двор для жителей комплекса. Интересно, что в жилом комплексе 300 квартир и нет ни одной повторяющейся планировки. Хотелось бы посмотреть на квартирографию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.